Привет, друзья! Вы на канале Камикота. Добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение. На очереди у нас священный центр буддизма Наньшань с его величественной статуей Гуанинь. На данных кадрах мы прибыли в сам центр буддизма, и это уже в целом впечатляет. От города Санья мы ехали около часа на автобусе по живописной дороге мимо тропических лесов и побережья. Сам Наньшань — это огромный буддийский комплекс, построенный в 90-х годах на юге Хайняня. Он посвящен богине милосердия Гуанинь и занимает площадь более 50 гектаров. Здесь сочетаются древние традиции и современная архитектура. И вся территория вдохновлена в целом буддийской философией. Один из ключевых символов — это статуя Гуанинь высотой 108 метров, что символизирует 108 страданий человека по буддийским учениям. Она сделана из бронзы и стоит на лотосе посреди моря, как будто парит над волнами. Это одна из самых высоких статуй Гуанинь в мире и настоящая икона для паломников. Пройдясь по мосту, мы уже оказываемся прямо перед самой статуей. Обратите внимание, сколько здесь людей и сколько людей молятся. Атмосфера здесь такая спокойная, вдохновляющая. Кстати, на саму статую, я так понял, можно забраться. Есть смотровая площадка внутри, откуда открываются красивые очень панорамы на океан. Но очередь была настолько большой, что мы не стали тратить на это время и просто посмотрели на окрестности внизу. Сзади самой статуи, если пройти чуть дальше, находятся священные расписанные камни. Это древние рельефы с изображениями буддийских сюжетов. Садимся обратно в наш, так скажем, мини-поезд и едем около 10-15 минут. На самом деле это отличный способ охватить территорию без какой-либо усталости. И вот мы перед центром, то есть перед несколькими храмами. В одном из них красуется полностью золотой Будда, который сияет под солнцем. Перед ним специальные места, где можно поставить палочки благовоний и помолиться здоровье или удачу. Мы здесь ненадолго задержались, почувствовали эту самую энергию, а потом просто проехали дальше, продолжать кататься по округе на этом мини-поезде, любуясь садами и прудами. На этом в целом наша прогулка по хронометражу и закончена. Место невероятно красивое, полное гармонии. 本站由财神殿人气楼4在餐厅到老下车时请注意脚下踏板求一门框。
картинка резко меняется, наступает вечер на Ханяне. Мы собираемся в парк под очень необычным названием «Олень повернул голову» в городе Санье. Само название парка пошло от формы горы, которая с определенного ракурса напоминает оленя, поворачивающего голову к воде. Парк открыт в 2007 году, занимает 8 гектаров и сочетает природу, скульптуры и тропические сады. Здесь более сотни статуй оленей в разных позах, символом долголетия и удачи в китайской культуре. Плюс потрясающие виды на залив Тянья, один из самых красивых в Азии. До подножия парка нас довез рейсовый обычный автобус. Удобно и недорого. Приехав, нас встречает красиво украшенная площадь с фонтанами и пальмами. Чуть дальше находятся кассы для билетов на мини-автобус, который быстро поднимет нас почти до вершины горы. Okay. Собственно, те, кто хотят иного вида приключений, они выбирают пеший маршрут. Но пожелаем им удачи, путь довольно крутой, длинный, как вы видите на этих кадрах. Мы взяли обычный мини-автобус и вот уже почти на вершине. Дальше только пешком по узким тропинкам. Отсюда открываются, кстати, офигенные виды на сам город и залив. Огни города мерцают в сумерках, океан искрится. На данный момент мы поднимаемся по этим узким лестницам, мимо статуи оленей. Их здесь действительно толпы, от крошечных до довольно больших. Путь такой узкий и низкий, что даже в один момент я умудрился стукнуться головой о какое-то выпирающее бревно, но продолжил свое движение, оно того стоило. И, наконец, мы на вершине. Перед нами главная статуя. Это огромный олень высотой около 10 метров, вырезанный из камня и освещенный вечером. Олень смотрит на залив, как будто охраняет город. И это идеальное место для фото на фоне заката. В целом, здесь больше ничего особенного и не было. Здесь чистая природа и красивые живописные виды. Далее мы просто тем же способом спустились вниз пешком по тропам, потом на мини-автобусе. Легко и приятно.
Крайний мой день поездки я посвятил некоторому шопингу. На этих кадрах это один из индийских магазинов, где я купил себе разные вкусняшки. А далее, собственно, вы увидите мое говорящее лицо. Ну все, ребят, это был мой последний день на этом прекрасном острове. Сейчас буду собирать чемоданы, готовиться к отъезду, к долгому пути. Не знаю, мне здесь очень понравилось. Я хотел бы еще раз когда-нибудь сюда приехать. В общем, кайфовый остров, рекомендую всем. Тем, кто планирует или тем, кто хочет, рассматривать это направление, посетить его обязательно, потому что это интересный опыт. И в целом материковый Китай, я думаю, тоже интересный опыт. Вот. Поэтому хаос здесь, конечно, тоже имеется определенный, но в этом и весь шарм этого острова. Ну что ж, чемоданы собраны, люксовое такси уже подъехало. Мы, собственно, едем на вокзал, наслаждаясь тишиной, комфортом и приятной музыкой на фоне. Отсюда мы на скоростном поезде поедем в столицу Хайняня, Хайкоу, а потом и на самолете и домой. Спасибо, что посмотрели это видео из серии «Погружение в Китай. Остров Хайнянь». Если вам понравилось это видео и в целом, как остальные видео из серии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой данный канал. Я это в целом очень ценю. До встречи в новых сериях, которые, кстати, будут совсем скоро. Всем пока.